В первой части мы затронули тему, как негативно влияет на судьбу страны, когда в ее политическую жизнь вписываются всякие неподготовленные для розбудови державы творческие и полутворческие личности, типа писателей, артистов и историков. Само собой разумеется, почему их приглашают во власть. Эти люди раскрученные, известные, они как вывеска. Их имя не слазит со страниц и с экранов, они всем знакомы, и население им слепо верит. Слепо – это ключевое слово, потому что судят они о моральных и других качествах этих людей, потому что они пишут в своих книгах и какие роли они сыграли в кино и на сцене. Живут эти вывески на непостоянных заработках, гонорары, авторские, т.д. И привлечь их в какой-то проект или партию, значит получить сторонников из числа почитателей их творчества. Но творческие люди часто очень падкие на лесть, на похвалу, им нужны взрывы эмоций, то есть психика их часто расшатанная или, как модно сейчас говорить, на биполярке. К чему это привело 100 лет назад, мы видели. Но отдельно я хочу рассказать о бывшем члене Центральной Рады, который остался неудел с приходом к власти гетмана Скоропадского, Владимире Винниченко. Рассмотрим подробно его взнос в антигетманскую спецоперацию большевиков. И по мере моего рассказа представляете любого современного стендапера, писателя, поэта, артиста цирка и шоу-бизнеса, которые позиционируют себя как кандидаты в депутаты или, прости господи, президенты страны. И вы будете понимать, как такие люди мыслят и что остается за кулисами их внешнего образа. За 100 лет изменилась форма и подача, но не сущность комедиантов, лицедеев и прочих беллетристов. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, большевики Раковский и Мануильский в 1918 году летом расположились в Киеве под личиной мирных переговорщиков, а на самом деле их задача была копать под гетмана Скоропадского. При этом они не могли не пересечься с такой фигурой, как Винниченко. И чтобы понять, как удалась антигетманская спецоперация, посмотрим на нее с другой стороны – большевиков и, собственно, Винниченко. Владимир Кириллович впоследствии написал воспоминания, которые он манипулятивно назвал «Відродження нации», хотя именно он и приложил руку к тому, чтобы нация в 1918-м не возродилась. Тем не менее, этот труд его дает богатейший материал для исследования. Так вот, что пишет Владимир Кириллович об інтересуючих нас событиях. Під час підготовки повстання, коли чутки про це кружляли по місті, серед українських щирих патріотів панувало велике обурення про ініціаторів і керівників цієї акції. Бували випадки, коли на мене кидались трохи не з кулаками й кричали: «Не чіпайте гетьмана, не розвалюйте української держави. Він кращий українець і самостійник, ніж усі ваші партії». Та ще й тепер є політики, які думають, що повстання загубило українську державність. Яка б вона там не була, собі кажуть вони, а все-таки це була українська держава. Голова її навіть був у Берліні і балакав з імператором німецьким. Її було признано, піддержувано. Вона вже ставала на твердий ґрунт. Хай вона була навіть реакційна, а все-таки це була самостійна українська держава з усіма нормальними, правильними апаратами і засобами. Повстание ж привело до загибели все це. Как видим, и тогда уже были гетман-боты, как бы их сейчас назвали, и можно им только посочувствовать и представить, в каком шоке они находились, видя, что творится вокруг, как все летит к чертям, а они ничего не могут поделать. Но в Украине так сложилось, и это одна из причин, что мы находимся там, где находимся, потому что элиту нации часто засовывали под плинтус такие авантюристы, как Винниченко, с помощью тех самых широких масс, которые не ведали, что творили. І далі Винниченко сам признається у зв'язях з Раковським. Тут мушу згадати такий момент. Під час підготовки повстання, шукаючи скрізь з усіх боків забезпечення успіху своєї справи, ініціатори руху війшли в переговори з представниками російської совітської мирової делегації Раковським і Мануїльським для координації наших виступів під час повстання. Вони згоджувались піддержувати нас.
Не активно, а усиленням своєї розвідувальної діяльності на фронтах, щоб тим притягати увагу німецько-гетьманських військ. Вони зобов'язувались визнати той лад, який буде встановлено новою українською владою, і абсолютно не втручатись у внутрішні справи Української самостійної народної республіки. З свого боку, ми обіцяли легалізацію комуністичної партії на Україні. Мануїльський, з яким я переважно вів ці переговори, пропонував мені грошей на піддержку справи, а також поїхати на кордон для підписання цього договору. Не надаючи значення ніяким підписам, гадаючи, що і без того можна додержати договір, коли є щирість і бажання додержуватись його, і зламати з підписом, коли того бажання немає, я їхати кудись підписувати відмовився, так само, як і від пропонованих грошей. Але договір лишався договором. Понятно, что наш писатель тут привирает. Вторая натура большевиков – это подкуп. Видимо, Владимиру Кирилловичу часто кололи глаза тем, что он брал деньги от большевиков, потому что он бы вообще мог о деньгах здесь не заикаться, но заикнулся же, чтобы себя обелить перед теми, кто его в этом упрекал. А в своей статье «Ильич и Украина» Раковский описывает свою версию встреч с Винниченко. Обычно биографы Винниченко вырывают из контекста только один эпизод этих переговоров, как пример того, как яростно писатель боролся за мову. Но дело было так. Сразу по приезде в Киев советская делегация стала центром внимания и центром политической жизни Украины. Различные украинские круги находились в связи с делегацией, и я сообщал Ильичу об их отношении к нам. Между прочим, одной из украинских политических активных групп, которая находилась в связи с нами и вела переговоры, являлась группа Винниченко. В это время он объявил себя сторонником советской власти на Украине, говорил, что хочет опереться на нас, ставя, однако, условием, чтобы мы ему дали полную свободу насчет проведения украинизации. Эту украинизацию он понимал своеобразно. Он говорил, что мы на Украине должны создать диктатуру украинского языка. Конец цитаты. В общем, вернул модное тогда словечко «диктатура». Ильич, понятно, на это ухмыльнулся и сказал: «Ой, обещайте ему с 3 короба языков. Мы признаем и 2 украинских языка, и 10». Винниченко потом спрашивал сын писателя Каныського, нафига он требовал этой диктатуры, и в ответе вся сущность нашего сочинителя. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, и пояснил, что его как писателя русские затирают. Понятно, это был торг, где на кону слава и гонорары. Далее Раковский подтверждает то, о чем говорил и Скоропадский, что все 5 месяцев, пока он, Раковский, находился в Киеве, он готовил антигетманскую спецоперацию, и вся их фальшивая мирная делегация только ждала удобного случая. А Винниченко жалуется в своих мемуарах, как его коварные большевики предали. Замість допомоги нам Мануїльський, як почали доносити нам наші комісари, почав займати з боку Гомеля українську територію, цілком ігноруючи директорію і виявляючи проти українських військових частин, що оперували там, навіть деяку ворожість. З другого боку, на Катеринославщині виринув старий совітський уряд П'ятакова і почав розсилати скрізь відозви з оповіщенням, що він підняв повстання проти Гетьманщини, що народ став грудьми за ним, і П'ятаков разом з цим народом зайняли вже такі місцевості і міста, причому безсоромно, з дивною сміливістю позначалися якраз ті міста, що були зайняті директорією. Що ж до директорії, то про неї згадувалось як про контрреволюційну банду, яка ставилася поза законом і наказувалось усім, піймавши членів її, розстрілювати безпощадно. Ничего не напоминает? Я даже сделаю паузу на этом месте. И, наконец, цитата от Скоропадского. Винниченко говорил, не мне, но мне передавали, что для создания Украины он считает необходимым, чтобы по ней прокатилась волна большевизма. Я лично этого не слыхал, но охотно верю, так как знаю точку зрения таких людей. Разве можно было мне идти рука об руку с подобными людьми? Конец цитаты.
И покатилась волна большевизма по Украине, как и мечтал Владимир Кириллович, и приложил к этому руку. Сбросили Скоропадского, получили трагедию на 100 ближайших лет. Хлынули с востока через открытые границы Ленин и Крыленко со своими бандами. А Винниченко получил свой вожделенный портфель, стал во главе директории УНР, но ненадолго. И показал публично пример другим украинцам, как себя можно оправдать. Когда повстанец Данило Буц стал сотрудничать с большевиками, то в свое оправдание он так и сказал. Колишній шовініст петлюрівець Винниченко і Грушевський, змінивши свої погляди, перейшли на бік радянської влади. И вот когда с портфелями УНР не получилось, наш графоманчик свинтил за границу. Но при этом он ни в коем случае не теряет связи с Лениным. И когда УНР истекает кровью и борется за Украину из последних сил, то среди этой кровавой каши, которую он сам же и заварил, Винниченко едет в Москву на 3-й Всемирный конгресс Интернационала. А на самом деле подыскать себе теплое местечко. В мае 20-го вместе с супругой Розалией Владимир Кириллович по поддельным паспортам под благородными именами Йозеф и Натали Симон якобы даже на самолете прилетели из Праги в Москву. Судя по его дневникам, в Москве он никому не был интересен. Но, видя его рвение служить советскому режиму, его посылали в Петроград на митинги, чтобы он там себя проявил, посмотреть на революционера в деле. Потом обещали должность в Харькове, потом он признается, что его забыли, и он 2 дня ждал каких-то разрешений. Не тот прием, который он разрисовал в своих фантазиях. Притом Винниченко себя позиционировал как не абы кто, а уполномоченным представителем от Украины. Он пишет в ЦК РКП какие-то дурацкие докладные записки, думает, что Каменев и Троцкий потому не отвечают сразу, что подыскивает для него аргументы, и сам признается, что не чиновничьи должности ему нужны, а что-то типа бла-бла-бла, где-то заседать в затышке, и чтобы это хорошо оплачивалось, а его вместо этого посылают на митинги и дают конкретную работу в Совнаркоме. А он же системно работать не умеет, никому он в Москве не нужен, все от него шарахаются, а он не понимает, что уже отработанный материал. И сам уже мечтает удрать назад в комфортную заграницу и готовит для этого документы. Но после встречи с Троцким записывает. Тільки що мав розмову з Троцьким, отже мої портфелі мені забезпечуються. Я буду військовим наркомом и членом Военревсовета. То есть этот голубь мира, который говорил, что Украине не нужна армия, готовился воевать теперь против нашей УНР. Скоропадского скинул, теперь с Петлюрой схлестнемся. Читая его воспоминания, понимаешь, что это типичный взбалмошный истерик, но свои 3 рубля имеет. И когда он на все согласился, то ему беспрепятственно дают вагон и навіть окремий потяг на переезд до Харькова. Но Владимир Кириллович начал опять борзеть, ставить большевикам какие-то предъявы. Тогда вагон ему отменяют, и он какое-то время тыкался в поезд к Петровскому, но и тот отморозился. А щелкопер же наш видит эту роскошь. Троцкий и Петровский катаются в роскошных персональных поездах с мягкими диванами, кухарками и обслугой. И хочется, и колется. И опять он думает, как смыться за границу, а попутно размышляет над глобальными вопросами. Скільки часу в силе протримається капитализм в Европе? После этого впадает в свою обычную депрессию. Почему его все хотят использовать? Почему никто не видит в нем украинского революционера? В итоге он становится посмешищем. Юрий Мазуренко с усмешкой поинтересовался, зачем ему так быстро захотелось комиссарских портфелей. Но Винниченко его называет обывателем и опять грезит вернуться в уютный писательский кабинет за границей и продолжать там графоманить. Потом он через Чичерина хлопочет, как бы так выехать в Америку каким-нибудь представителем Советской России. И после окончания конгресса Коминтерна 4 августа они наконец-то усаживаются с супругой Розалией, которую он называет по-мещански Коха, в вагон. Но их оттуда высаживают. И он уже согласен на Харьков, чтобы, как ему представлялось, работать там в тихом кабинете. Но потом опять сидит никому не нужный, пьет веронал, решает помереть, чтобы отдать жизнь почему-то для истории вызволения нации. Объявляет об этом Кохе, и та говорит, что давно ждет этого и готова уйти вместе с ним.
В итоге пара выезжает в Харьков, а значит будет паёк и жалование, и с голоду не дадут пропасть. А в Харькове наш барзаписец узнает, что рядом на Полтавщине все еще орудует Махно. А ему что надо в Киев, где ему какие-то кооператоры пообещали паёк и жалование. А ЖД-дорогу до Киева надо же разобрали эти ужасные повстанцы. Но обрати внимание, как всякий простейший, он себя не считает причиной этого хаоса, а только сокрушается, что в Украине у него нет спокійних умов для літературної праці. Україна кипить, бурлить, гуркотить, нема світла, палива та хліба, нема впевненості. За границю, тільки за границю, щоб спокійно, зручно і комфортабельно влаштувати своє життя, зберегти здоров'я. А еще же недавно этот неврастенник хотел застрелиться, а теперь о здоровье беспокоится. Он кидается до своих дружбанчиков Раковского и Мануильского, но те ему ставят какие-то условия, а по сути, видно, в верхах решают, может ли этот павлин быть еще чем-то полезен. Но павлин же не согласен быть винтиком холодной машины, он еще торгуется. В итоге его назначают нарком Заксправ и заместителем предсовнаркома, и даже объявили об этом в прессе. Даже не хочу расшифровывать, что эти должности означают. Понятно, это бывшего главу директории УНР не радует, работать он не умеет и не хочет. Иметь начальника над головой, ответственность – это не то, чего Владимир Кириллович отчаянно добивается. Он желает в политбюро, чтобы там иногда толкать фуфло на заседаниях, а в свободное время у затишку и комфорте марать бумагу. Винниченко возвращается в Москву, там он опять пишет письма Чичерину и параллельно очередной раз впадает в депрессию. И вот 21 сентября 2020 года, читая Винниченко, наконец усаживается в поезд со своими чемоданами. Но что интересно, так это на каких условиях его большевики выпустили. А судя по тому, что он страшно этого желал, и это все видели, то такие условия имели место быть, потому что все эмигранты и писатели типа Бунина в это время еле сводят концы с концами, графья и князья таксуют, а украинский революционер Винниченко продолжает из-за границы переписываться с Горьким, и впечатление такое, что все-таки что-то выцеганил у советской власти, потому что безбедно так вояжировал по Европам. А выдает он себя реакцией на арест Бориса Савенкова. Савенков, как многие в эмиграции, потерял связь с реальностью и клюнул на уверение, в частности, Ивана Фомичева, который приехал из Москвы и рассказывал о новых людях, которые ведут борьбу против коммунистов. 16 августа 24-го Савенков был арестован в Минске. Понимая, что лоханулся, Борис Викторович вел сложную игру с большевиками, такую сложную, что до сих пор в ней разбираются. Но мы помним, что Савенков, в отличие от Винниченко, боролся с большевиками до конца и клюнул на чекистов только потому, что из-за границы уже мало что понимал, что творится в СССР. Да и усталость, наверное, сыграла свою роль. Так вот, про Винниченко. Есть такой эффект проекции. Это вид психологической защиты, при которой человек приписывает собственное качество, желания, чувства и мысли другому. Жадному будет казаться, что все вокруг жадные. Вспыльчивый будет видеть окружающих вспыльчивыми, агрессивные агрессивными. Люди, которым свойственен этот механизм защиты, часто уверены в чужой непорядочности, хотя сами обычно так или иначе имеют к этому склонность. Они замечают соринку в чужом глазу, а в своем не видят и бревна. И вот этот эффект проекции выдает Винниченко с головой. Он приписывает Савенкову свои грехи, то есть говорит о себе в следующей записи. 6 сентября 1924 Борис Савенков передався большевикам. Знову брехня, декорація. Немов би його впіймали, немов би його судили, немов би він визнав комунізм. Все брехня. Зарані про все домовились, зговорились, сторгувались. Продав себе чоловік. Але авантюрист є авантюристом. І хоч большевики роздмухують цей факт як всемірне історичне событие, він є не більш важливий, як усякий факт підлоти і людської слабості, і легкодухості. То есть этой записью Винниченко, который не раз договаривался, сговаривался и сторговывался с большевиками, невольно используя эффект проекции, обвиняет в этом других. Далее наш бумага Марака
едет из Чехословакии в Германию, где в июле 23-го покупает хатынку в селе Рауэн недалеко от Берлина. Ох, эти биографы, так и говорят, хату в селе. Это чтобы мы представили какую-нибудь развалившуюся мазанку. Мы помним этот прием. Хатынку Кравчука на территории Кончи-Заспа за $2,5 миллиона. Хатынка Винниченко стоила 100 миллионов, которые ему якобы почему-то дал за красивые глаза посол Василька. А в лютому 25-го подружжя Винниченків придбало у передмісті Парижа квартиру-майстерню. Влітку виїздили на відпочинок, здебільшого на французьку рів'єру. Знаєте, яке там чарівне узбережжя Середземного моря. В общем, пока Винниченко наслаждался жизнью, все это время оплеванный ним Савенков, человек, который, как мы видели в первой части нашего рассказа, изначально разглядел всю сущность большевиков, хладнокровно разыгрывал свою шахматную партию. В тюрьме ему дали комфортные условия. Как свидетельствовала его подруга Эмма Старе, он был спокоен и уравновешен, и теперь уже на месте оценивал обстановку. Чекисты его даже иногда вывозили в ресторан, в театр в попытках добиться своего. В первые майские дни 25-го Савенков записал в дневнике: «Болят глаза и в голове копоть. Пишу со скрежетом зубов, но мне ничего не выходит. Просижу еще годы и совсем одурею, выйду стариком. В Париже я хотел запереть двери на ключ, посадить перед собой Фомичева и сказать ему: сознавайтесь, хотел и не хотел, плохо ли, хорошо ли, пусть будет, что будет, но надо было спрыгнуть с этой колокольни». Конец цитаты. Утром 7 мая 25-го Савенков передал письмо на имя Дзержинского, в котором просил освободить его из тюрьмы, а если это невозможно, то ответить ясно и прямо, чтобы в точности знать свое положение. Затем в сопровождении Пузицкого, Спиранского и Сыроежкина отправился на прогулку в Царицынский парк. Чекисты повели его в ресторан, где немного выпили. Видно, ему там намекнули, что дальнейшая игра с чекистами потеряла всякий смысл, а он все-таки был Борис Савенков, и хотя тоже писал книги, но это была его побочная деятельность. На Лубянку вернулись в 22:30, и в ожидании конвоя Савенков рассказывал чекистам о своей вологодской ссылке. Ходит, и вдруг раз резко из окна вниз головой. В 23:20 Савенков прыжком вскочил на низкий подоконник и головой вниз выбросился в окно с 5-го этажа. Так закончил жизнь человек, который понял, что проиграл и у которого были принципы. Да, я знаю версию, что его выкинули из окна, но это не метод чекистов. Если бы они хотели убить его, то спокойно сделали бы это в своих подвалах без шума и пыли. Как бы там ни было, а Винниченко продолжил отлично себя чувствовать. В 1934-м прикупил и садыбу, и земельный участок почти в 2 гектара на юге Франции, возле Кан, за 50 тысяч франков. Его биографы утверждают, что это за гонорары, выжимают слезу описаниями, как он бедствовал при этом. И опять эту домину называют хатой. Короче, прожил жизнь писатель Винниченко в свое удовольствие, всех пережил. Репрессии и голодоморы, которые устроил прокатившийся по Украине большевизм, его абсолютно не затронули. В апреле 1945 года во время авианалета был смертельно ранен Павел Скоропадский. А Владимир Кириллович благополучно пережил и войну, а по ее окончании наш голубь мира призывал к всеобщему процветанию и мирному сосуществованию народов мира. И почил тихо в своей кровати 6 марта 1951 года во французском средневековом городке со старыми узкими улочками и шумной центральной площадью Мужен в возрасте 71 года. Я вам все это так подробно рассказывала, чтобы вы понимали, что 99% всех этих писателей, представителей шоу-бизнеса, они не годятся для системной работы в государственных органах. Они могут быть только вывеской. И вот они как раз и выучили уроки, которые им преподал Владимир Кириллович, всегда быть наготове, вовремя спрыгнуть на загодя заготовленные виллы за границей. Именно поэтому они не тратят свои деньги, полученные правдами и неправдами, на благотворительность, даже в такое сложное время. Потому что понимают, что придет час, когда с них спросят, и денежки всегда пригодятся. Поэтому пусть биография Владимира Винниченко станет и для вас критерием, по которому вы будете оценивать того или иного представителя шоу-бизнеса как кандидата во власть. И все, что мы тут говорим, должен был рассказать нам учитель истории или наши дедушки, чтобы мы не повторяли
их ошибок. Но самых умных наших дедушек уничтожили, а многие из них не успели, потому что умерли до нашего рождения. А те, что выжили, промолчали, а другие так ничего и не поняли. И именно из-за разрыва поколений мы наступаем сейчас на эти самые пресловутые грабли, которые нам подложили 100 лет назад. Но историю можно учить способом, на который нам указал незабвенный Иван Степанович Лебедюк-Сидяга, который в 1935 году сказал так: «Я вот был недавно в Киеве, так там историю изучают по памятникам, ходят и осматривают их, а преподавать историю некому».